Всем привет, и вы на канале Супер Арбалет. Меня зовут Антон, и сегодня мы поговорим про новинки нашего магазина. Но сперва я хочу вам напомнить, что 15 числа каждого месяца мы делаем заказ в Ланкастере. Поэтому, ребят, welcome, можете написать нам в телегу, можете написать нам в ВК. Все это обсудить с нашими менеджерами и сделать заказ. А мы переходим к обзору товаров. Первое, о чем сегодня я расскажу, это о стабилизаторах от компании Shreud, а модель REV-X. Этот стабилизатор уникален тем, что он подходит и для блочников, и для классиков. Этот стабилизатор выполнен конусом, но этот конус вы увидеть не сможете, потому что он спрятан внутри. За счет этого стабилизатор получился сверхжесткий, и при этом его диаметр всего 630 тысячных дюйма. Ну, то есть 1,5 сантиметра практически. Все сделано настолько качественно, что когда вы навесите на стабилизатор большое количество грузов, то будьте уверены, что из стакана точно этот стаб не вылетит, в отличие от китайского. Вот эти стаканы, как их еще называют по-другому заглушки, как раз и придают жесткость и прочность данному стабилизатору. Они сделаны из алюминия, и здесь как раз видно, что они имеют расширение к концам. Внутри этого стабилизатора установлен специальный виброгаситель, ну то есть демпфер такой, который гасит вибрацию. Но и сверху у вас есть резиновый демпфер, который можно двигать по всей плоскости данного стабилизатора. И когда вы будете стрелять, вы как раз сможете найти ту точку, куда его лучше всего установить, где можно будет погасить максимальное количество вибраций. Длина этих стабилизаторов начинается от 8 дюймов и заканчивается 36 дюймами, поэтому можете подобрать стаб любой длины, который вам нужен будет. И, кстати, это неплохая альтернатива акселю 650-му, который Flex Pro, если я не ошибаюсь, называется. И разница, кстати, в 50 баксов, Shreud дешевле. И следующая новинка – это V-Bar Atlas от компании Shreud. Ну, то есть тройник. На самом деле не тройник и не двойник, а одинарник. Сейчас я распакую и покажу вам его. Видите? Он как раз сделан для того, чтобы можно было отвести боковой стаб. Одна из особенностей этого тройника, что вы можете боковой стаб установить как с левой, так и с правой стороны. Вы его можете прикрепить также к передней центральной части, куда крепится стабилизатор, то есть в эту дырку. И, соответственно, сюда у вас будет крепиться центральный длинный стаб, ну, то есть вот так вот. А боковушку вы уже можете подвинуть и накинуть уже боковой стаб. Вот таким образом. Соответственно, здесь в комплектации у нас есть быстросъем и винты, те, которые нам могут понадобиться для того, чтобы можно было его прикрепить туда, куда нам нужно. Кстати, довольно-таки хорошая упаковка сделана, даже инструкция вон есть еще. Я думаю, что имеет смысл почитать и посмотреть, ознакомиться с ней. Здесь написано, что, куда и как можно прикрепить. Для чего каждая прокладочка нужна. Смотрите, тут есть пластиковая такая вставочка. Вот, ее очень важно правильно установить. Вот тут есть выемка, вот как раз выемкой вы устанавливаете к стабилизатору, но не просто одеваете, а накручиваете, видите? Вот она накручивается здесь. Она как бы дальше может с большей силой уходить щелчками, но лучше накручивать ее. Вот, это первое. И второе, для чего она служит? Здесь есть специальная выемка, и стабик между вот этим быстросъемом упирается в эту площадку фрезерованную. И все, и вот вы закручиваете, и у вас, так скажем, все чики-пуки. Также, когда и раскручиваете, видите, он у вас уходит вместе со стабилизатором, это проставка. Если вы сделаете по-другому, проставка будет оставаться здесь, и в итоге быстросъем не будет быстросъемом. Поэтому это нужно учесть обязательно. Здесь есть площадка, куда вы будете крепить как раз этот тройник. Вот смотрите, она есть полукругом сделанная и есть плоская сделана. То есть вы можете, например, на какой-нибудь Мэтьюс вот плоской стороной поставить, или на какой-нибудь там, не знаю, китайский лук Dragon, например, да, где, кстати, вот эта вся система стоит, сколько этот лук стоит. А если, например, у вас ходит, то вы перевернули, и у вас там же полукруглым, как правило, так сделано, и все это будет четко у вас входить. Что еще здесь важно, что вот под эту полукруглую выемку вы можете поставить, видите, круглый стаб. Он прям сюда четко будет становиться, но очень красиво будет смотреться. Если вы будете ставить этот тройник на центр, ну то есть спереди лука. Блин, обалденная упаковка, обалденная инструкция. То есть как в лучших домах Лондона все сделано.
Следующая новинка нашего магазина – это поворотный релиз от компании Truefire под названием SEER-X. Это, как я уже сказал, поворотник Т-образный. Можно сделать его под 3 пальца, как он сделан сейчас. И, соответственно, можно его сделать под 4 пальца. Можно вот этот крюк поменять. Вот крюк, который под 3 пальца, он не регулируется. А крюк под 4 пальца можно будет отрегулировать его наклон. Но на самом деле под 3 пальца для меня в принципе удобны поворотники. Здесь регулируемый упор под большой палец. И тут есть вот 3 отверстия с резьбой, куда вы можете поставить вот этот упор. Поэтому довольно-таки хорошая вариация, для кого как удобно. Можно все настроить. Что еще мне очень понравилось, это вот коготь, который цепляется за D-петлю, он подмагниченный. Ну то есть не нужно будет каждый раз трясти, после выстрела он обратно становится на магнитик и готов к выстрелу. И вот смотрите, тут этих всяких болтиков, сейчас мой оператор запикает, просто тьма там, сюда, вот здесь 2, тут контрагайки. Короче, без пузыря тут не разобраться, поэтому давайте немножечко поясню, что за что отвечает. Вот этим болтом мы его вынимаем, соответственно, 2 шпильки вытаскиваем отсюда, и можно регулировать кликер. То есть можно сделать релиз без щелчка, и можно сделать его еще с 3 разными видами щелчков. То есть у вас будет маленький ход до щелчка и большой ход до щелчка. Вот этими 2 винтами мы регулируем момент срабатывания и ход. Также есть дырочка для ремешка, ну, соответственно, чтобы крепить релиз не на кисти, а на запястье. Следующая новинка нашего магазина – это зимние стрелы от компании Victory. Называется VTAC 23. Цифра как раз 23 и говорит о том, что они зимние. Криволинейность этих стрел 0,01 дюйма, но также у них в этой серии есть 0,03 дюйма и 0,06 дюйма. Соответственно, у нас самые прямые стрелы, самые прямые, точнее, древки. Чем же хороши эти стрелы? Как утверждает компания Victory, они наносят на переднюю часть, точнее на 2/3 стрелы, керамическое покрытие, чтобы можно было легко извлекать стрелу из щита. Тут даже, кстати, в принципе это видно, что тут такая глянцевая сторона, а тут вот матовая сторона. Но молодцы ребята, то есть лишние бабки не тратят на того, чтобы всю стрелу покрывать нанокерамикой, только переднюю часть. У нас стрелы жесткостью 380, но также в этой линейке есть жесткость 270 и 480, поэтому все, что вам нужно будет, это определиться со спайном и подобрать стрелы. Компания Victory как раз изготавливает эту стрелу из плетеного карбона под углом 90 градусов. И как утверждает Victory компания, что стрела более прочная и быстрее стабилизируется. На каждой стреле у компании Victory отмечена спинка. По этой спинке вы будете клеить как раз ведущее перо. И, как утверждает компания, что все стрелы по весу всего лишь отличаются на 0,5 грана. Это очень-очень круто. Также вы можете купить фирменные наконечники. Они бывают нескольких видов по весу, поэтому вы определитесь и без проблем у нас это можете заказать. И также можно бушинги поставить. То есть есть которые пин-ноки и аут-ноки. Также есть вариация поставить пин-ноки, либо самые обычные хвостовики через бушинги. Следующая и последняя новинка нашего магазина – это полочка для облачного лука от компании Hamskea под названием Epsilon. Данная полка сочетает в себе все технологии предыдущих моделей от данного производителя. Это праймер, это Trinity и это Hybrid Hunter. Она по размерам меньше, чем полка Trinity. И самое главное, как утверждает компания Hamskea, при ее креплении не смещается баланс лука. Главное преимущество этой полочки, что она сделана, точнее вот движущийся элемент, вот этот сделан на 3 подшипниках. Ребят, на 3 подшипниках. Раз подшипник, 2 подшипника и здесь 3 подшипник. Как правило, дешманские полки не используют вообще подшипника. Соответственно, у вас все это будет болтаться. Настолько это сделано круто, технологично, очень-очень надежно. Очень правильно и хорошо, что они изменили вот эту вилку.
которая поднимает стрелу, потому что раньше она была плоская, как у полочки Trinity. И, соответственно, если стрела падала, то не факт, что она заскакивала на центр. То теперь это как раз все работает круто. То есть, если у вас стрела упала, поднимается, видите, и ровно к центру у вас будет все ложиться. Поэтому довольно-таки хорошее и актуальное решение. Молодцы. С завода приходит полочка, уже настроенная. То есть, что я имею в виду? Что расстояние от райзера до самой стрелы 13/16 дюйма. Но вы мне скажете, толщина же рукояток бывает разная, и эта компания тоже это знает. Поэтому у них есть крепление, где у вас есть 3 отверстия. И поэтому каждое отверстие, там можно посмотреть в инструкции, под разную толщину райзера. Поэтому, пожалуйста, ребята, это, наверное, самое лучшее решение, которое я мог видеть в настоящее время. И о том, что я сейчас сказал, это базовая настройка. Но эта полочка, конечно, не обделена и микронастройками. То есть вы отключите центральный болт и, пожалуйста, можете двигать щелчками вправо либо влево. Поэтому минусов этой полки, наверное, может быть только, что вы ее не потянете по деньгам. Самое офигенное, что эта полка крепится к плечу. Это самое идеальное срабатывание. А на этом все. Ребят, подписываемся, ставим лайки. До новых встреч. Ждите новинки.